Глава 461. Черная пустыня. Вскоре после того, как Хань Ли исчез, культиватор вышел из-за небольшого холма. Кажется, ему было около 40 лет, и у него был бледный цвет лица. Это был тот культиватор, который жутко боялся встречи с Цзень Инем по приходу в небесный зал. Сейчас на нем была странная, темно-зеленая коническая шляпа из бамбука, а также он имел при себе белую нефритовую миску. Его тело скрывало холод, который был полностью изолирован от пылающей жары, окружавшей его. Он поднялся на вершину горы и с большой бдительностью осмотрелся по сторонам. Увидев, что никого не было вокруг, выражение его лица стало еще более осторожным. На секунду ему показалось, что он заметил чей-то силуэт на горе. Но, не найдя следов человека на горе, он стал еще более бдительным. Оглядевшись еще раз, он безмолвно вложил 2 пальца в нефритовую миску и провел по ее краям. Внезапно из нее вылетела полоса белого света и стала вращаться вокруг его головы. «Извлечение!» — закричал мужчина с бледным лицом, выполнив жест руками. Дзынь, на мгновение в чаше затрепетал белый свет, а затем взорвался и рассыпался на множество всплесков, словно звездный свет, рассеянный богиней. Затем свет расширился в радиусе до 40 метров. В следующее мгновение, как только белый свет коснулся красной земли, она покрылась слоями льда. Теперь она выглядела как обычная заледенелая земля. На лице мужчины появились сомнения, но через мгновение он расслабился, поскольку пришел к выводу, что ошибся. Положив руку на затылок, он пристально уставился на черную пустыню с серьезным лицом. «Это место поистине слишком странное», — пробормотал он сам себе, вглядываясь в черную пустыню. Казалось, он несколько не решался идти. Немного подумав, он взмахнул рукавом и выстрелил полоской красного света. Когда свет исчез, появилась маленькая красная лиса. Мужчина щелкнул пальцем, закинув в рот маленькой красной лисице зеленую таблетку. Лисица тут же проглотила ее с довольной мордой. Вперед! Культиватор отдал приказ лисице, указывая в направлении черной пустыни. Маленькая лисица тут же сбежала с холма на необычайной скорости, превратившись в полоску красного света. Через мгновение лисица пробежала уже 100 метров вглубь черной пустыни. Она была цела и невредима. Ничего странного не произошло. Казалось, что кроме цвета, в черной пустыне не было ничего необычного. На лице мужчины появилось удивление. Он явно не ожидал такого, поскольку уже был внутренне готов к потере своего питомца. Это было животное низкого ранга, так что ему было ничуть не жаль его. Лисица не обдала никакими другими полезными способностями, кроме проворных движений и исключительного обоняния. Он напряженно нахмурился и пристально уставился на маленького зверя, когда он бегал по пустыне кругами, а затем свистнул к нему. Лисица тут же подбежала к нему и запрыгнула обратно в рукав. После этого мужчина молча взглянул на черную пустыню, все еще сомневаясь в том, стоит ли ему туда идти. Немного поколебавшись, он начал спускать с холма в направлении черной пустыни. Как только мужчина спустился с холма, на другом холме в виде серии перемещающихся пятен появился силуэт Хань Ли. Хотя тот культиватор использовал технику для поиска в обширной области, Хань Ли легко смог уклониться от нее, не выдавая себя с помощью как безымянной техники сдерживания ци, так и техники движения. Несмотря на то, что этот человек был культиватором средней стадии формирования ядра, Хань Ли был очень уверен в том, что внезапная атака с помощью его 9 облачных бамбуковых мечей могла его мгновенно убить, если бы тот приблизился. Хань Ли очень сомневался в том, стоит ли ему его убивать. Хотя 2 его сокровища были весьма ценными, Хань Ли решил использовать его в качестве передового разведчика. Но когда тот культиватор использовал лисицу, чтобы исследовать черную пустыню, Хань Ли полностью отказался от своего плана нападения на него. Поскольку никто не мог знать, какие опасности ждали их впереди, Хань Ли решил, что лучше приберечь силы. Хань Ли не верил, что черная пустыня была безопасным местом. Поскольку у Хань Ли были эмблема белого носорога и ледяная жемчужиной, которые защищали его от жары, он не видел большой необходимости в том, чтобы пытаться захватить сокровища того культиватора. Тот культиватор не знал, что Хань Ли был позади него, и продолжал углубляться в странную черную пустыню. 3 метра, 6 метров. Выражение его лица становилось все более напряженным, когда он все глубже проникал в черную пустыню. Он уже активировал свою бамбуковую шляпу и окутал свое тело слоем плотного зеленого света. Пройдя около километра по черной пустыне без проблем, его выражение слегка расслабилось, и он почувствовал большое облегчение. Обычно считалось, что как только кто-то пробирался внутрь, все опасности тут же проявлялись. Хань Ли наблюдал за силуэтом того культиватора издалека со странным выражением на лице. Неужели его предложения были ошибочными? Неужели в черной пустыне не было никаких опасностей?
Если он знал об этом, он определенно бы поставил засаду, чтобы ограбить того человека. Хань Ли почувствовал сожаление. Но вскоре произошло то, в результате чего он изменился в лице. Внезапно вокруг культиватора поднялся песок и окружил его, не издавая ни звука. Затем песок выпустил странный тусклый черный свет. Однако у этого культиватора была хорошо развита интуиция, так что он отреагировал мгновенно, подняв свою нефритовую миску к небу. Из чаши тут же стал рассеиваться белый свет, добавляя еще один слой защиты к его защитному зеленому барьеру. В этот момент черный песок превратился в бесчисленное количество черных крылатых насекомых, которые тут же ринулись в ошеломленного мужчину. Мужчина закричал. Его лицо побледнело, он создал вокруг себя множество щитов изо льда, которые были размером с ладонь. Затем они стали вращаться вокруг него, создавая белый ураган. Теперь он мог четко рассмотреть насекомых. Это были крылатые муравьи, численность которых превосходила 10 тысяч. Культиватор тут же сосредоточился на том, чтобы вспомнить природу и слабость этих крылатых муравьев. Но прежде чем он смог вспомнить это, черный рой муравьев уже атаковал его ураган ледяных щитов. Клацанье послышалось вокруг него. Он вздохнул с облегчением, когда увидел, что муравьев отбрасывало на несколько метров назад, когда они атаковали щиты. Но через мгновение его сердце замерло. Отлетев несколько раз от щита, черные крылатые муравьи снова набросились вперед без малейших следов повреждений. Это очень встревожило его. Недолго думая, он взмахнул рукой и выпустил серый летающий нож. Меч тут он превратился в 10-метровую полосу света и метнулся в направлении крылатых муравьев. Как только летающий нож покинул ураган, бесчисленное количество муравьев окружили его. Ожесточенная атака летающего ножа ничуть не могла повредить им. Вместо этого они просто метались по всему летающему ножу, не давая ему возможности сдвинуться. Человек с желтым лицом побледнел от испуга и попытался вспомнить свое волшебное сокровище. Однако он был слишком медленным. Серый свет волшебного сокровища вспыхнул несколько раз, прежде чем погрузиться в рой черных насекомых. Внезапно раздался душераздирающий крик. Лицо мужчины стало смертельно бледным. Разрушение его магического сокровища сильно повредило его первородную ци. Не колеблясь ни секунды, он тут же помчался прочь, контролируя свой ледяной ураган. Ему ничего не оставалось, кроме как покинуть пустыню, чтобы выжить. В этот момент черные крылатые муравьи закончили пожирать остатки его летающего ножа и, казалось, совершенно не собирались преследовать его. В то, что произошло в следующее мгновение, было трудно поверить. Муравьи собрались в кучу и вспыхнули странным светом, превратившись в черное 10-метровое копье. Затем копье свистнуло так, будто его выпустили из арбалета, и пронзило воздух. При виде этого культиватор запаниковал. Он приложил всю свою магическую силу, чтобы усилить ураган. Копье черного света врезалось в белый ураган и пронзило его через мгновение. Все копье тут же покрылось алой кровью. Глава 462. Огненно-железные муравьи. Ураган резко остановился, показывая мужчину с бледным лицом. Он еле стоял на ногах, а его ледяной барьер и зеленый щит были полностью разрушены. В его сердце зияло отверстие размером с кулак. Края отверстия выглядели так, как будто были обуглены. Мужчина опустил голову, чтобы взглянуть на грудь, и невольно прикоснулся к ней рукой. Его лицо исказилось от ужаса. Казалось, он не верил своим глазам. В настоящий момент черное копье загудело и снова превратилось в густой рой летающих муравьев. В следующее мгновение они набросились на него, окутав его тело за доли секунды. Раздался жуткий вопль, который затих уже через мгновение. Спустя мгновение крылатые муравьи внезапно взмыли в воздух и вернулись на прежнее место, смешавшись с песчинками. На том месте, где стоял культиватор, и следа от него не осталось. Хань Ли наблюдал за всем этим с вершины холма. Он был ошеломлен до глубины души. Это же огненно-железные муравьи. Я не думал, что увижу таких экзотических насекомых в этом месте, подумал про себя Хань Ли. Сначала, когда Хань Ли увидел крылатых муравьев, он не узнал их. Хань Ли узнал их только после того, как они отразили атаку магического сокровища того культиватора, а затем трансформировались в копье. В мире культивации было много крылатых муравьев, и все они выглядели почти одинаково. Культиваторы, которые не специализировались на методах борьбы с насекомыми, затруднялись в их дифференциации. Собственно говоря, разные виды крылатых муравьев сильно отличались степенью силы и свирепости. Самые страшные крылатые муравьи заставили бы даже культиваторов стадии формирования ядра броситься бежать при виде них.
Что касается огненно-железных муравьев, они занимали 37-е место в рейтинге экзотических насекомых и были одним из самых страшных видов крылатых муравьев. Если не считать небесных кристаллических муравьев, которые ныне считались всего лишь легендой, они были самыми грозными в своем роде. Мало того, что эти крылатые муравьи были почти неуязвимы для физических атак, даже большинство магических техник также не работало против них. Помимо магических техник высшего и среднего ранга, огненных или водяных элементов, их было невозможно уничтожить. Они обладали поистине ужасающими защитными магическими способностями, которые было практически невозможно разрушить. Их можно было считать практически такими же свирепыми, как и золотых прожорливых жуков. Фактически, они даже превосходили золотых прожорливых жуков в сопротивлении атакам магических сокровищ. Хотя у огненно-железных муравьев не было причудливой способности поглощать духовную силу, как у золотых прожорливых жуков, они обладали страшными способностями выплескивать черное пламя и совершать роевую трансформацию. Колония огненно-железных муравьев могла превращаться в магическое сокровище огня по своему усмотрению. Их ужасающая атака в виде магического оружия могла проникать через обычные защитные магические сокровища и магические техники без малейшего сопротивления. Так что смерть культиватора от атаки муравьев не была исключением. Хотя огненно-железные муравьи не считались исчезнувшим видом, в отличие от золотых прожорливых жуков, их тоже можно было достаточно редко встретить в мире культивации. Однако даже при встрече с ними рой составлял из не более чем 1000 особей. Это было из-за суровой среды обитания огненно-железных муравьев. Они не только нуждались в обжигающей среде для выживания, но также должны были оставаться вблизи большого количества металлической руды. Покидая такое место, они быстро слабели. Через какое-то время они слабели настолько, что превращались в обычных крылатых муравьев. В противном случае было бы множество культиваторов, которые бы хотели заполучить их. Однако, даже если не учитывать тот факт, что этим муравьям была нужна особая среда для обитания, у них был еще один фатальный недостаток. Независимо от того, были ли огненно-железные муравьи дикими или одомашненными, они были не способны признать хозяина. Когда кто-то пытался провести церемонию признания мастером на крылатых муравьях, каждый из муравьев взрывался сам по себе, разрушая мечты многих культиваторов. Однако для конкретной причины этого то не было точного ответа. Были те, которые говорили, что характер крылатых муравьев был непреклонным, в результате чего они не могли позволить себе кому-то их контролировать. Другие говорили, что это связано с конституцией тела огненно-железных муравьев. Естественно, что очень мало людей знали бы о этих муравьях как в южном небесном регионе, так и в области моря рассеянных звезд. За последние 1000 лет мало кто встречался с ними, а их колонии становились все меньше. Их считали почти вымершим видом. В тот момент Хань Ли смотрел на черную пустыню, запутавшись в мыслях. Казалось, что черная пустыня была природной ловушкой огненно-железных муравьев. Хотя Хань Ли не знал, сколько колоний содержится в пустыне, судя по тому, что тот культиватор столкнулся с ними, пройдя всего километр, их было не так много. Однако, вполне возможно, что в пустыне также существовали колонии огненно-железных муравьев, численность которых насчитывалась в сотни тысяч. С этой мыслью Хань Ли почувствовал, как холод пробежал по его спине. Затем он погрузил свое духовное чутье в свою сумку для хранения, чтобы посчитать количество огненных и водяных талисманов среднего ранга. Должно было хватить, чтобы сразиться с 3 колониями муравьев, похожих на ту, что он только видел. Тем не менее, Хань Ли никак не мог быть уверен, что этих талисманов было достаточно, чтобы провести его через всю пустыню. Когда взгляд Хань Ли остановился на сумке для хранения с золотыми прожорливыми жуками, его сердце вздрогнуло. Он размышлял о том, насколько золотые прожорливые жуки будут эффективны в борьбе с огненно-железными муравьями. В конце концов, хотя золотые прожорливые жуки имели более высокий ранг по сравнению с огненно-железными муравьями, они еще не развились до своего пикового состояния. Можно было сказать, что их развитие преодолело только половину пути. Таким образом, он решил, что было бы неплохо проверить их в деле. Едва подавив возрастающее волнение, Хань Ли задумался на мгновение, а затем решил, что нет никаких проблем с проверкой его золотых прожорливых жуков против огненно-железных муравьев, которых он только что видел. Даже если бы его золотые прожорливые жуки не смогли справиться с ними, у него все еще было несколько талисманов среднего ранга, которые он мог использовать, чтобы защитить себя и благополучно выйти из пустыни. В следующее мгновение Хань Ли начал спускать вниз с холма с серьезным выражением на лице, направляясь прямо в черную пустыню. Через мгновение Хань Ли оказался на краю пустыни. Он посмотрел на черный песок под ним и прищурился. Затем он схватил горсть песка и приблизил его к себе. Хань Ли фыркнул. Внезапно он сжал эту горсть плотной хваткой и пронзил ее вспышкой желтого света. В результате большая часть песка осталась неразрушенной.
Хань Ли ухмыльнулся и медленно пробормотал про себя. Это не черный песок. На самом деле это зерно железной руды. Но чтобы распространить такое большое количество руды на такую большую пустыню? Мастер Небесного Зала был поистине необыкновенным человеком. Выбросив песок из ладони, он встал и нахмурился. Затем он слегка похлопал по эмблеме белого носорога на его талии, в результате чего он окутал его слоем белого света. Поскольку он ранее прятался от культиватора, он был вынужден отключить ее и терпеть жару, используя только свой уровень культивации. Но теперь, когда он был так близко к пустыне, ужасающая жара охватила все его тело с новой силой. Хань Ли был рад, что смог снова использовать эмблему белого носорога. Сейчас было не время думать о сохранении своей магической силы. Без каких-либо дальнейших колебаний Хань Ли посмотрел туда, где была колония муравьёв. Находиться в черной пустыне было очень трудно, не говоря о том, чтобы идти дальше. Хотя он и использовал эмблему белого носорога и огнестойкую одежду, Хань Ли все еще чувствовал обжигающую жару. Было еще жарче, чем маленький путь лавы, который он прошел днем раньше. Пройдя более 100 метров, Хань Ли вздохнул и похлопал по своей сумке для хранения, а затем достал ледяную жемчужину. Без промедления он влил в нее немного духовной силы. Холодный воздух немедленно высвободился из нее, окутав его облаком белого света. Хань Ли внезапно почувствовал себя в прохладном месте. Будучи в приподнятом от этого настроения, Хань Ли ускорил темп. Поскольку одновременное использование эмблемы белого носорога и ледяной жемчужины значительно увеличило его магическое энергопотребление, ему нужно было пройти через пустыню как можно скорее. Когда Хань Ли оказался примерно в 200 метрах от местонахождения колонии муравьёв, он остановился и попытался присмотреться к ним. Спустя мгновение Хань Ли покачал головой. Притавшихся огненно-железных муравьёв чрезвычайно трудно отличить от черного песка. Их было трудно увидеть даже с его духовным чутьем. Духовные колебания колонии муравьёв были крайне слабыми, по-видимому, потому что они обладали врожденными способностями сдерживать свою ци. Казалось, использование его духовного чутья, чтобы найти крылатых муравьёв на расстоянии, было бесполезно. Ему нужно было попробовать использовать его золотых прожорливых жуков. Глава 463. Судьбоносная встреча. Хань Ли взмахнул рукой с торжественным выражением на лице и подкинул в воздух несколько сумок для хранения духовных зверей. Когда они взмыли в воздух, он сделал руками жест заклинания, в результате чего они открылись и выпустили наружу бесчисленное количество золотых прожорливых жуков. Они тут же сгруппировались в серебряно-золотое облако, которое ярко сверкало в небе. Однако золотых прожорливых жуков было намного меньше, чем та колония огненно-железных муравьёв, которых Хань Ли видел недавно. Пристально уставившись на сверкающее облако жуков, Хань Ли скомандовал, указав на землю, вперед жуки зажужжали и спустились всем роем к земле. Но прежде чем они даже коснулись земли, черное облако муравьёв внезапно взлетело вверх, чтобы столкнуться с роем золотых прожорливых жуков. В тот момент, когда обе стороны столкнулись, огромный поток темного пламени внезапно вырвался из колонии муравьёв и начал обволакивать золотых прожорливых жуков. Было предельно ясно, что огненно-железные муравьи поняли, насколько были опасны жуки, и бросились в атаку, используя свое, яростно обволакивая золотых жгучих жук в черном сиянии. Было ясно, что муравьиная колония поняла, что золотые жгучие жуки были страшны и бросились сначала ударить, используя их врожденное пламя. Большинство насекомых бы не смогли противостоять странному пламени муравьёв, но к золотым прожорливым жукам это не относилось. Они не только ничуть не пострадали от этой атаки, но и поглотили это черное пламя. Как только пламя исчезло, жуки набросились вперед. Два роя насекомых яростно столкнулись друг с другом. Перед Хань Ли предстало облако черного, серебристого и золотого цвета. Спустя мгновение на землю стали сыпаться трупы насекомых. Подавляющее большинство из них были черными муравьями, и лишь немногие из них были его собственными жуками. За несколько мгновений золотые прожорливые жуки добились ошеломляющего превосходства в количестве, истребив большее количество муравьёв, что привело их к победе. Огненно-железные муравьи почувствовали, что их дела были плохо. Оставшаяся часть муравьёв запищала и внезапно сформировала черную стрелу. Они выстрелили в золотых прожорливых жуков, пытаясь сбежать. Но в этот момент в воздухе засверкала полоска ослепительного лазурного меча, которая врезалась в стрелу. Стрела дрожала и сильно замедлилась. Когда стрела замедлилась, золотые прожорливые жуки тут же окружили ее. В мгновение черная стрела погрузилась в сверкающее золотым и серебряным светом облако, в результате чего ее сложно было рассмотреть. К тому времени, когда рой насекомых рассеялся, стрела полностью исчезла.
После этого Хань Ли подошел и спокойно взглянул трупы насекомых, лежавших на земле. Он стал размышлять, почесывая подбородок. Среди его золотых прожорливых жуков погибло всего лишь несколько сотен, это было ничтожным количеством. Их абсолютная победа показывала, насколько золотые прожорливые жуки превосходили огненно-железных муравьев. В конце концов, муравьи в 10 раз превосходили численностью золотых прожорливых жуков. Немного подумав, Хань Ли почувствовал облегчение. Казалось, что с помощью его золотых прожорливых жуков он без проблем сможет преодолеть черную пустыню. Еще раз взглянув на землю, которая была засыпана мертвыми насекомыми, в его глазах промелькнуло странное выражение. Он слегка свистнул. Облако его летающих насекомых тут же запищало в ответ и опустилось на землю, а затем стало поглощать мертвых насекомых. Они смели все почастую, как осенний ветер сдувает опавшие листья. Затем они послушно влетели обратно в сумки для хранения духовных зверей Хань Ли. Убрав сумки, Хань Ли еще раз взглянул на черную пустыню и отправился вперед, не колеблясь ни минуты дольше. Хань Ли стоял неподвижно, уставившись в небо. В этот момент в небе разворачивалась крупная битва между его золотыми прожорливыми жуками и огненно-железными муравьями. Бесчисленное множество жуков и муравьев сражались на низкой высоте, взаимно пожирая друг друга. Мертвые насекомые постоянно сыпались с неба, в результате чего земля была покрыта тонким, но плотным слоем насекомых. Это зрелище поистине шокировало, Хань Ли наблюдал за происходящим, нахмурив лоб. Не прошел еще и день, как он уже потерял почти 10 тысяч золотых прожорливых жуков. Казалось, колонии огненно-железных муравьев располагались на каждом шагу, численность насекомых при этом составляла от 3 до 10 тысяч. Но теперь он столкнулся с огромной колонией, в которой насчитывалось около 50 тысяч особей. Он подсчитал, что в результате этой битвы погибло не менее 8 тысяч его золотых прожорливых жуков. Неудивительно, что Хань Ли сожалел о случившемся. Он долгое время занимался разведением этих жуков, а теперь он мог потерять всех за несколько дней. Кто знал, когда он сможет восстановить их численность, спустя промежуток времени, за который можно было выпить кружку чая, колония муравьев отступила, потерпев поражение. Помимо нескольких тысяч выживших, золотые прожорливые жуки поглотили всех муравьев. Хань Ли не собирался преследовать оставшихся муравьев, а вместо он взглянул на ледяную жемчужину и продолжил свой путь, будучи в приподнятом настроении. Он предположил, что в настоящее время он находился в центре пустыни, поэтому он столкнулся с такой крупной колонией муравьев. Ему стоило быть намного бдительнее по мере продвижения, иначе он рисковал потерять столь необходимую магическую силу, которая питала его магические сокровища, защищавшие его от окружающей среды. Пройдя около 20 километров, выражение Хань Ли застыло. Он прищурился и пристально посмотрел вправо. Через мгновение в его взгляде появились какие-то подозрения, и он внезапно изменил направление на дюну, на которую только что смотрел. Когда Хань Ли забрался на вершину дюны, он неосознанно нахмурился. Он обнаружил еще одну колонию огненно-железных муравьев в пределах его видимости. В этой колонии насчитывалось около 10 тысяч, и она атаковала сферу бледно-голубого света. Судя по всему, эта сфера должна была вот-вот разрушиться. Ее свечение начало мерцать, в результате чего Хань Ли смог разглядеть силуэт человека, который был внутри сферы. Хань Ли наблюдал за происходящим с холодным безразличием на лице. В этот момент колония огненно-железных муравьев трансформировалась в длинную стрелу, а затем выстрелила в направлении сверкающей сферы. Хань Ли был уверен, что этот человек уже мертвец. Но затем из световой сферы вырвался ничем не примечательный, темно-зеленый окатыш. Садок. Как только окатыш коснулся черной стрелы, он загорелся темно-зеленым пламенем размером с кулак. Муравьи, которые попали в это пламя, тут же стали падать на землю. Хань Ли был удивлен. Этот темно-зеленый окатыш был исключительным магическим сокровищем. Огонь муравьев совершенно не действовал на него. Казалось, Хань Ли не знал еще множества магических сокровищ в этом мире культивации. Появление зеленого пламени разгневало муравьев. Они тут же приняли свою обычную форму и тут же дико метнулись на световую сферу, совершенно не собираясь отступать. У культиватора внутри световой сферы, казалось, было не так много темно-зеленых окатышей. К тому времени, когда огненно-железные муравьи рассеялись, он уже не успевал активировать второй окатыш. Ситуация выглядела довольно плачевной. Однако он также чувствовал присутствие Хань Ли. Во время сражения с муравьями этот культиватор то и дело поглядывал в направлении Хань Ли. Хань Ли равнодушно отвернулся и собирался продолжить свой путь. В настоящее время он не хотел тратить свое время на приобретение какого-либо магического сокровища или понапрасну расходовать своих золотых прожорливых жуков.
Его золотые прожорливые жуки имели гораздо большую ценность в этой странной пустыне, чем какие-либо магические сокровища. Но не успел он сделать и один шаг, как вдруг услышал голосовую передачу из световой сферы. «Господин Даосхань, пожалуйста, подождите. Это Юань-Я. Извините за беспокойство, но, пожалуйста, помогите мне. Я отблагодарю вас по достоинству». Голос Юань-Я звучал в панике. «Юань-Я». Хань Ли внезапно остановился, и, немного поколебавшись, он медленно повернулся. Как же тесен этот мир! На такой обширной территории пути расплавленной скалы он действительно наткнулся на эту женщину, с которой был знаком. Просто невероятно, поскольку ее можно было считать своим другом, Хань Ли чувствовал, что не хочет оставлять ее умирать. Более того, он решил, что это было большой удачей, и таким образом он мог убить двух зайцев одним выстрелом. Посмотрев на тусклую световую сферу и пробормотав про себя, Хань Ли подкинул в воздух сумку для хранения духовных зверей и выпустил в битву рой золотых прожорливых жуков. Когда женщина увидела это, она потеряла дар речи. Золотые прожорливые жуки с легкостью смогли уничтожить колонию огненно-железных муравьев, которых было в 10 раз больше, чем жуков. Придя в себя, он тут же убрала свою световую сферу. В этот момент Хань Ли также убрал своих жуков. Лицо Юань-Я было бледным из-за того, что она израсходовала огромное количество магической силой, но она по-прежнему выглядела очень привлекательной. Вместо черной мантии на ней была надета изящная одежда, которая показывала все достоинства ее фигуры. Ее тело было также пропитано ароматным запахом ее пота, наполняя воздух смертельным очарованием. Хань Ли был ошеломлен этим, но вскоре пришел в себя. Юань-Я поприветствовала Хань Ли с сияющей улыбкой и сказала ласковым голосом: «У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас за мое спасение, господин Хань Ли». Глава 464. Жемчужина плачущего духовного зверя. Хань Ли взглянул на нее и спокойно сказал: «Мне не потребовалось много сил на это. Теперь, когда ты вне опасности, мне пора». Хань Ли собирался развернуться и уйти, не желая оставаться здесь ни секунды. Будучи все еще в шоке от того, что Юань-Я была на краю смерти, она боялась оставаться одной и тут же сказала: «Брат Хань, я ведь еще не поблагодарила вас за спасение моей жизни». Облик этой женщины сейчас никого бы не оставил равнодушным. Однако Хань Ли даже не стал поворачиваться, а дал безразличный ответ: «Мне не нужна твоя благодарность. Я помог тебе на мгновение и не могу помочь тебе пройти весь путь. Желаю удачи, леди Юань». Сказав это, Хань Ли уже оказался в 40 метрах от нее. Он удалялся на невероятной скорости. Юань-Я запаниковала еще сильнее. У нее больше не было сил, чтобы противостоять палящей жаре, не говоря уже о огненно-железных муравьях, с которыми она могла столкнуться. Она не могла сдаться, поскольку ее жизнь теперь была в руках Хань Ли, однако Хань Ли полностью проигнорировал ее просьбу и продолжал уходить все дальше и дальше. Она знала, что Хань Ли, скорее всего, именно так и отреагирует, поэтому она решила сказать то, что хотел услышать Хань Ли. Она стиснула зубы и сказала: «Подождите. Если господин Хань защитит меня на этом пути, я дам вам великое сокровище. Ваша магическая сила не будет использована зря». Великое сокровище. Хань Ли остановился. Его решимость уходить немного поубавилась. Видя, что это заинтересовало Хань Ли, она тут же продолжила: «У меня все достаточно количества зеленых пламенных бомбы, которые я готова отдать вам. Это был зеленый шар, который ты использовала минуту назад». Это довольно необычная вещь. Хань Ли медленно повернулся с выражением глубокой задумчивости. Поскольку он спас женщину, он вовсе не собирался отказываться от нее. Кроме того, он спас ее по другой причине. Его предыдущий поступок был уловкой. Теперь, когда эта женщина попросила его о помощи, его цель была выполнена. Он считал, что даже если он потребует большого вознаграждения, эта женщина согласится. Юань-Я прекрасно понимала это. Независимо от того, было ли это для того, чтобы отблагодарить Хань Ли за ее спасение или за ее постоянную защиту, у Юань-Я не было другого выбора, кроме как согласиться на его условия. Зеленые пламенные бомбы — это бомбы, тайно созданные сектой дьявольского Да, чистой Янь. Для создания этого магического сокровища не только требуется большое количество редких ресурсов, но и большое количество времени. Их мощь эквивалентна истинному пламени Янь-культиватора стадии зарождающейся души. «У меня их осталось 3, и я готова отдать их вам», — решительно сказала женщина. Она вытянула свою белоснежную руку, показывая 3 шарика, сияющие нежным зеленым светом. В этот момент Хань Ли сделал вперед несколько шагов и взглянул на эти шарики. Затем он спокойно сказал:
эти зеленые пламенные бомбы хотя и являются исключительным сокровищем, но для меня этого недостаточная плата за риск. То, что я вынужден буду провести тебя через всю пустыню, как минимум удвоит расход моей магической силы. Неужели ты считаешь, что этого достаточно? С насмешкой сказал Ханьли. На красивом лице Юань-Я появились сомнения, но затем она успокоилась и сказала: «Брат Хань, пожалуйста, не стесняйтесь излагать ваши условия. Я готова обсудить их. Быть может, вы хотите, чтобы я стала вашей женой?» Сказала Юань-Я и приняла соблазнительную позу, демонстрируя свою красивую фигуру. Глаза ее ярко сияли, а на лице появилась кокетливая улыбка. Ханьли действительно ошеломлен красотой женщины, а затем он прищурился и принялся разглядывать ее прелести. Женщина покраснела от его безудержного взгляда. Ее прекрасные глаза стали сиять все ярче, словно она могла смотреть в глубину сердца любого мужчины. Ханьли погладил свой подбородок и спокойно сказал с сияющим взглядом: «Как и ожидалось, ты используешь чарующую технику, вот почему твоя внешность стала такой несравненно красивой. Но на меня эти штуки не действуют, так что ты бы лучше поберегла свою магическую силу на спасение своей жизни». Услышав это, она прекратила свою чарующую технику и смущенно сказала: «Как грубо. У вас нет ни капли сострадания к несчастной женщине». Ханьли наигранно улыбнулся и сказал: «Как ты можешь такое говорить? Если бы не эта опасная ситуация, я бы не стал отказываться от такого соблазна. Хе-хе-хе, ага, размечтался. Если бы я не попала в такую ситуацию, с чего бы мне бросаться тебе в руки?» Презрительно сказала Юань-Я и взглянула на Ханьли. «Кажется, я спас не того человека. Мне не нужно ни твое сердце, ни твоя благодарность за спасение. Мне пора. У меня нет никакого желания злить женщину». Услышав это, Юань-Я снова стала мягкой и послушной. «Брат Хань, я пошутила, не сердитесь на меня. Скажите, что вы хотите за то, что вы проведете меня по пути расплавленной скалы. Я все сделаю, как вы скажете. Мы ведь с вами уже столько лет знакомы. Кроме того, мы вместе преодолели призрачный туман. Однако, у меня нет никаких других сокровищ, кроме зеленых пламенных бомб, чтобы отдать вам». Хотя у Ханьли была таинственная улыбка, он внутренне был удивлен. Юань-Я была слишком непостоянным человеком. Секунду назад она была столь высокомерной, а теперь невероятно покорной. Все это, включая ее внешность, произвело на Ханьли сильное впечатление. Поскольку эта женщина была способна культивировать стадии формирования ядра со стадией уплотнения ци всего за 100 лет, она отнюдь не была обычной. С этой мыслью Ханьли начал бормотать себя. Юань-Я с надеждой уставилась на него. Спустя короткое мгновение он поднял голову и неохотно сказал: «Поскольку леди Юань, моя знакомая, которую я повстречал более 100 лет назад, я буду действительно бессердечным, если не защищу тебя. Тем не менее, я не из тех, кто будет работать за бесплатно. Если ты хочешь, чтобы я защитил тебя, как насчет того, что ты отдашь мне плачущего духовного зверя?» Меня очень заинтересовала его способность поглощать души. Выполнив свою хитроумную схему, Ханьли, наконец, заявил о том, что он хотел от женщины с самого начала. И если бы он заполучил этого зверя, он бы смог более уверенно чувствовать себя в партнерстве со старым призраком Костяным мудрецом. Он видел своими глазами, насколько сильным был плачущий духовный зверь. «Вы хотите плачущего духовного зверя?» Глаза Юань-Я расширились от удивления, когда она услышала слова Ханьли. Казалось, она не верила своим ушам. «Что? Ты не согласна на это?» Холодным голосом ответил Ханьли. «Если я отдам тебе плачущего духовного зверя, вы проведете меня по пути расплавленной скалы?» Спросила Юань-Я, пристально взглянув на Ханьли. «Верно». Ханьли нахмурился, однако ответил с уверенностью. Он чувствовал, что тут было что-то не так. «Хорошо, тогда я отдам его вам». После того, как Ханьли подтвердил это, он немедленно сняла сумку для хранения духовного зверя с талией и передала ее Ханьли без малейшего колебания. Ханьли слегка занервничал. Почему вдруг она так легко решила отдать ему плачущего духовного зверя? Неужели с ним было что-то не так? Немного подумав, он схватил сумку для хранения духовного зверя в руки и окинул его своим духовным чутьем. Он обнаружил, что этот зверек крепко спал. Ханьли кивнул головой и прикрепил сумку себе на талию. Пока он думал, что сказать, Юань-Я открыла рот и выплюнула в ладонь темно-серый жемчуг. Это жемчужина плачущего духовного зверя, с ее помощью можно контролировать его. Если вы сможете усовершенствовать из нее магического сокровища, то плачущий духовный зверь станет вашим навсегда. Я долгое время не использовала зверя и не смогла полностью усовершенствовать эту жемчужину.
Вы можете насильно стереть следы моего духовного чутья без всяких проблем, усмехнулась Юань Я и также отдала его Ханьле. Ханьли с интересом взглянул на жемчужину и не торопился брать ее в руки. Он уже знал об этой жемчужине от фиолетовой духовной феи. Позже он понял, что она была не способна контролировать зверя, потому что тогда она не полностью усовершенствовала жемчужину. Это только увеличило его интерес к приобретению странного зверя. Но видя, как она быстро отдала ему жемчужину с восхищенным выражением на лице, как будто она избавилась от демонической чумы, Ханьли сильно колебался и не торопился забрать жемчуг. Глава 465. Вздымающиеся потоки. Светящиеся глаза Юань Я забегали. Она усмехнулась и сказала, что брат Хань передумал брать этого зверя. Или он боится, что я дала ему фальшивую жемчужину плачущего духовного зверя. По ее голосу было слышно, что она поддразнивала его. Ханьли не стал сразу отвечать, а посмотрел жемчужину на мгновение и сказал: «Я могу сказать, что я чувствую в ней ауру призрачной инь. Однако я немного знаю о плачущем духовном звере. Где гарантия, что я не пострадаю при усовершенствовании этой жемчужины?» Сказав это, Ханьли уставился в красивые глаза Юанья. Разве такое возможно? Ведь в этом случае я бы сама не стала пытаться усовершенствовать ее. Тем не менее, при усовершенствовании жемчужины вы все равно будете себя плохо чувствовать. Но пока вы связаны с ним, у вас не возникнет никаких проблем, спокойно ответила Юанья. Буду плохо себя чувствовать. Ханьли нахмурился. Он какое-то время продолжал смотреть на женщину, а затем перевел свой взгляд на жемчужину. Он был уверен, что Юанья не была до конца откровенна с ним, но у него не было возможности проверить это. Немного помолчав, он решил взять жемчужину, чтобы потом тщательно исследовать ее. Если бы она действительно оказалась вредной, он бы просто стал ее усовершенствовать. Пока у него была эта жемчужина, он бы все равно смог контролировать плачущего духовного зверя. Убрав плачущего духовного зверя, он спокойно сказал: «Пойдем. Я сделаю все возможное, чтобы защищать леди Юань до самого конца пути. Но давай сразу договоримся. Если мы встретимся с опасностью, которая полностью превзойдет все ожидания, то тебе придется самой себя спасать». Сказав это, он прикоснулся к ледяной жемчужине, которая зависла у него над головой. В результате этого действия она окутала его прохладным воздухом. «Конечно. Я все понимаю. Если мы действительно столкнемся с такой ситуацией, я буду спасаться сама. Но я уверена, что с вашими жуками вероятность того, что это произойдет, крайне мала». Женщина сначала слегка сморщила нос, а потом улыбнулась очаровательно, как цветок. Ханьли еще мгновение восхищался красоткой перед ним, а затем повернулся и двинулся вперед. Когда Юанья увидела это, она последовала за ним. Она вскоре шла рядом с Ханьли, что создавало довольно интимную обстановку. Причина, по которой она шла так близко к нему, состояла в том, что от него тянуло холодным воздухом. Естественно, благодаря этому она чувствовала себя более комфортно. Теперь, когда я думаю о том, что страшнее, путь льда или путь огня, я сомневаюсь в своем выборе. Откуда здесь могла появиться эта черная пустыня с такими свирепыми крылатыми муравьями? Мало того, что эти муравьи способны с легкостью противостоять атакам магических сокровищ, так они еще могут и извергать черное пламя и трансформироваться всем роем. Им также удалось прорваться через одно из моих древних защитных сокровищ. И если бы у меня не было зеленых пламенных бомб, я бы не продержалась так долго до встречи с вами, брат Хань. Юанья ворчала с непринужденным выражением лица, продолжая идти. Было ясно, что она не узнала огненно-железных муравьев. Ханьли был ошеломлен ее словами. Он тут же спросил: «Ты не видела здесь раньше черную пустыню?» Он чувствовал, что появление таких свирепых экзотических насекомых в этом месте было несколько странным. Помимо культиваторов с необычайными способностями и исключительно мощными магическими сокровищами, вряд ли даже культиватор на поздней стадии формирования ядра мог пройти через эту пустыню целым и невредимым. Нет. Это первый раз, когда черная пустыня появилась на пути расплавленной скалы. Ранее другие культиваторы, подвергшиеся этому испытанию, сталкивались только с высокой температурой и опасными областями. В лучшем случае они сталкивались с несколькими огненными зверьми. Но этих странных крылатых муравьев раньше никто не видели. Если бы стало известно о том, что здесь есть такие свирепые крылатые муравьи, гораздо меньше культиваторов бы выбрало путь расплавленной скалы, без колебаний ответила Юанья. Несмотря на то, что она довольно много знала, она оставалась озадаченной появлением муравьев. В этом случае что-то не так с этими испытаниями. Пробормотал себе под нос Ханьли и погрузился в раздумья. Это совершенно ненормально.
Кто-то должен принять меры. В лесу кроваво-красных сосулек на пути глубокого кристалла Лао Маньцинь и смотрел в небо, заложив руки за спину. Над ним вращалось огромное множество лазурных огненных сфер, которые отделяли его от роя нескольких сотен серебряных зверей, окружавших его. Эти маленькие зверьки напоминали мышей. Однако помимо того, что их мех сверкал серебряным светом, у них на головах торчал маленький рог. Они окружили старика и беспрерывно атаковали его. Каждый удар грохотом разносился по лесу. Однако лазурные огни, окружавшие тело старика, оставались неподвижными, в результате чего атаки серебряных зверей были совершенно неэффективны против него. Умереть во время испытания. Старик в конфуцианской одежде был раздражен атаками этих странных мышей. Опустив голову, он с холодным выражением на лице взмахнул рукавами. Вспышка лазурного света тут же выскочила из них, освещая область диаметром около 40 метров ослепительным блеском. Спустя мгновение лазурный свет исчез, а земля стала засыпана трупами этих маленьких зверей. Их тела были проткнуты тонкими лазурными иглами, которые сияли холодным синим светом. Выражение Лао Маньцинь и не изменилось. Было очевидно, что он ожидал именно такого результата. Равнодушно взглянув на землю, он вытянул свою сморщенную правую руку и слегка взмахнул ей. Иглы тут же устремились к нему и исчезли в его теле лазурными вспышками света. Серебряные мыши. Как эти проклятые животные могли появиться на втором испытании? Может быть, старик задумался, продолжая стоять неподвижно, а выражение его лица стало угрюмым. Поскольку эти серебряные мыши появились на пути глубокого кристалла, на пути расплавленной скалы также должно было появиться что-то столь же немыслимое. Я боюсь, что у малыша Ханьли могут быть проблемы. Лао Маньцинь и раздраженно фыркнул, бормоча это себе под нос с неподдельным беспокойством. Вскоре после этого он глубоко вздохнул и скрылся из виду. Лес кроваво-красных сосулек казался довольно странным, вся его земля была покрыта трупами мелких серебряных зверей. Какое-то светлое место в Большом каньоне, разговор двух голосов в темноте. Не слишком ли мы небрежны, используя огненно-железных муравьёв и серебряных мышей? Хотя мы всегда использовали наши трюки в каждой охоте за сокровищами, но они были хорошо скрыты. Появление черной пустыни и леса кроваво-красных сосулек слишком бросается в глаза. Тем, кому повезет, и они не столкнутся с этими препятствиями, я боюсь, что большинство культиваторов дьявольского и праведного Да погибнут. В этом случае нам больше не удастся обмануть культиваторов стадии восходящей души, в первом голосе звучал страх. Ты что, считаешь, что наши предыдущие действия в небесном зале не были замечены культиваторами дьявольского и праведного Да? Они давно уже все просекли, но решили притвориться, что ничего не заметили из-за могущества нашего Дворца Звезд. Они также знали, что мы можем контролировать лишь некоторые незначительные ограничения в небесном зале и что это может убить их. Однако каждая охота неизбежно приводила к смерти нескольких культиваторов дьявольского и праведного Да, спокойно ответил другой голос. Черная пустыня и лес кроваво-красных сосулек — самые жестокие ограничения, которыми я могу управлять. Жаль только, что их можно использовать таким образом. В конце концов, как мастера предыдущего поколения Дворца Звезд, мы потратили немало усилий, чтобы схватить их, с сожалением сказал первый голос. Нечего жалеть. Слухи о том, что два мудреца достигли критического момента в их уединении и с ними нельзя связаться, распространились повсеместно, в результате чего жители области моря рассеянных звезд очень встревожены. Однако это привело к тому, что даже внутренние ученики Дворца Звезд забеспокоились. Они полностью полагаются на нас, стариков, чтобы справиться со всеми трудностями Дворца. Когда праведное и дьявольское Да начнут нам вставлять палки в колеса, подавить их будет труднее. Хотя каждая из сторон сама по себе не представляет для нас никакой угрозы, это может стать большой проблемой, если они объединятся. Единственный метод, который у нас есть сейчас, это сильно навредить силе двух сторон и заставить их сомневаться в истинных обстоятельствах наших дел. В конце концов, учитывая многие годы, пока Дворец Звезд управлял областью моря рассеянных звезд, у них не может быть никаких сомнений. Если мы сможем выдержать это давление, два мудреца смогут выйти из уединения. Тогда, даже если они объединятся, нам не придется беспокоиться о них. Два наших великих мудреца Божественного Света смогут потеснить даже эту мириад ворот просветления и архиепископа 6 путей дьявольского до Священного острова. Использование ограничений огненно-железных муравьёв и серебряных мышей было неизбежным. Помимо двух этих ограничений, ничто не было бы столь эффективно против культиваторов стадии формирования ядра. Им просто не хватит силы, чтобы противостоять им. Что касается твоих опасений по поводу того, что обе стороны используют это как предлог для начала действий, они не обоснованы. Никто из них не является чьими бы то ни было учениками,
Так что все они являются нашими противниками в небесном зале. То, что мы сделали, недостаточно для того, чтобы они начали действовать. В лучшем случае у них возник собственный распри. Холодный голос ухмыльнулся, объясняя первому свои мысли. Первый голос замолчал, словно одобряя рассуждения другого.